Когда летнее солнце ярко светило, группа друзей собралась на пляже у отдаленного участка песка. По прибытии они заметили необычную кучу черных камней у кромки воды. Любопытство подтолкнуло их ближе, и они стали расследовать странное скопление, резко выделявшееся на фоне золотистого песка. Первоначальное развлечение сменилось ужасом, когда они поняли, что это вовсе не камни, а нечто куда более мрачное. «Эй, гляньте на это!» — сказал Амон, указывая на черные камни у воды. Он начал идти в их сторону, но его подруга Анна попыталась его остановить. Однако Амон ее не услышал, или, по крайней мере, сделал вид, что не слышит, и подошел слишком близко. Его дрожащий крик разнесся по пляжу, привлекая внимание почти всех отдыхающих. «Мои ноги! Мои ноги!» — закричал он, схватившись за ногу, думая, что чувствует теплую кровь, текущую у него между пальцев. Но это была не его кровь. После этого лицо Анны помутнело, звуки стали глохнуть. Затем все погрузилось во тьму. Что же это были за странные камни? Что случилось с Амоном? И поправится ли он? Прежде чем продолжить, люди обычно просят поставить лайк и подписаться. Но в этой истории нужно было действовать. «Не стойте просто так! Вызовите скорую!» — закричала Анна друзьям, замершим у своих полотенец. Они быстро достали телефоны и одновременно набрали 911. «Как долго доедет скорая?» — кричала она. Они все говорили разные времена в ответ, и это мало помогало. Амон медленно приходил в себя, но вскоре снова застонал от боли. Вдруг вдалеке тоже послышался крик боли. Кто-то еще, поддавшись любопытству, прикоснулся к черным камням. Это была пожилая женщина, которая побежала к воде, чтобы ополоснуть руку. Похоже, ей стало немного легче после промывания. И Анна схватила бутылку с водой из своей сумки. Она не могла вынести его в воду, так что это было лучшее, что она могла сделать. Однако, когда она полила водой его руки и ноги, он снова заорал от боли. Казалось, это только ухудшало положение. Анна больше не знала, что делать, и Амон это видел по ее лицу. Наконец приехала скорая. Мигалки мигали, сирены выли. Парамедики выскочили и бросились осматривать ситуацию. «Нам нужна помощь!» — крикнул один из них в рацию, оглядывая раненых отдыхающих. Амон лежал на песке, корчась от боли, а Анна пыталась помочь ему, несмотря на собственные мучения. Парамедики начали первичную сортировку, быстро осознав, что их ошеломляет огромное количество людей, нуждающихся в неотложной помощи. «Мы вызвали подкрепление», — объявил старший парамедик, оглядывая пляж. «Но это займет некоторое время». Пляж превратился в хаотичную сцену. Люди кричали от боли и в смятении. Анна поддерживала голову Амона, стараясь успокоить его. «Держись, Амон!» – прошептала она, в ее голосе слышалась боль. Парамедики делали все, что могли, но было ясно, нужны дополнительные силы и как можно скорее. «Помогите, моя дочь!» – закричала в панике мать, привлекая внимание парамедиков к маленькой девочке, вцепившейся в руку и навзрыд плачущей. Парамедики бросились к ней, поняв, что ей нужна неотложная помощь. «Мы везем ее в больницу в первую очередь», — сказал один, осторожно поднимая девочку. Мать последовала за ними со слезами на лице. Когда двери машины скорой закрылись, Анна и остальные смотрели, надеясь, что их очередь помощи скоро придет. Крики Амона становились все отчаяннее, когда скорая уехала с ребенком. «Пожалуйста, кто-нибудь помогите ему!» — умоляла Анна, голос ее дрожал. Оставшиеся парамедики пытались ее утешить, но они были перегружены. Страдания Амона было невыносимо видеть,
И Анна чувствовала себя беспомощной. «Мы вытащим тебя отсюда, клянусь», прошептала она, держась за его руку и ощущая жар и опухоль от черной слизи, покрывавшей ее. Один из парамедиков остался на месте, полон решимости понять причину катастрофы. Он осторожно подошел к черным камням в перчатках и маске. Присев, он внимательно изучил субстанцию, отметив ее странное, почти живое качество. «Это неестественно», — пробормотал он, взяв пробу. Работая, он постоянно бросал взгляды на страдающих отдыхающих, понимая, выяснить, что это за камни. Ключ к остановке распространяющейся боли. Боль в плече Анны усиливалась с каждой минутой. Ощущение жжения распространялось, затрудняя дыхание. «Так больно», — прошептала она сквозь слезы. Она пыталась сосредоточиться на Амоне, который все еще стонал, но мучения в ее плече были невыносимы. Каждый вдох казался огнем, и она знала, нужно действовать, пока боль не поглотит ее целиком. Тем временем один из парамедиков собрал образцы странного черного камня, запечатав их в контейнеры для анализа. «Нам нужно узнать, что это такое», — пробормотал он, наблюдая за происходящим. Сирены прорезали воздух. Приехали дополнительные машины скорой, их мигающие огни приносили ощущение спасения. Парамедики разошлись по пляжу, оказывая помощь пострадавшим. Анна помахала им, направляя к ОМОНу. Полиция оцепила территорию, не подпуская людей к загадочным останкам. Порядок понемногу возвращался на пляж. Анна наблюдала, как все утихает, надеясь, что ОМОН получит необходимую помощь. Парамедик обработал ее плечо, нанеся специальный раствор и аккуратно перебинтовав его. «Это должно помочь», — сказал он. Анна скривилась, но кивнула в знак признательности. Люди помогали друг другу. Битва, казалось, была выиграна на данный момент. Анна сопроводила ОМОНа в больницу, не в силах оставить его одного. Она оставалась рядом, пока его везли внутрь. Ее присутствие было твердым и решительным. Тем вечером происшествие на пляже попало в новости. Необычное событие на местном пляже привело к многочисленным пострадавшим, сообщила ведущая, пока по экрану мелькали кадры хаоса. Анна смотрела на ОМОНа, который спал неспокойно, и чувствовала глубокую потребность в ясности не только ради него, но и ради всех пострадавших. Сидя рядом, она заметила, что у нее на руке появились красные зудящие пятна. Сначала она расчесывала их автоматически, но раздражение усилилось. Встревоженная, она подала знак медсестре. Та быстро осмотрела руку. «Дайте я принесу кое-что», — сказала она и вернулась с охлаждающей мазью. Анна нанесла ее и почувствовала мгновенное облегчение. Но беспокойство не исчезло. Вечером она вернулась домой. Мысли ее крутились. «Что это было?» – прошептала она себе. Она не могла уснуть. На следующий день Анна вернулась в больницу. Сердце ее колотилось, когда она шла по стерильным коридорам. «Пожалуйста, все будет в порядке», – прошептала она, открывая дверь палаты ОМОНа. Она нашла его сидящим в кровати. Он выглядел намного лучше, чем раньше. «Анна», — сказал он, улыбнувшись слабо. Волна облегчения накрыла ее. «Ты выглядишь гораздо лучше», — сказала она, благодарная. Он кивнул. «За мной хорошо ухаживали». Анна оставалась рядом, зная, что их путь еще не завершен. Странные события оставили после себя не только физические шрамы. Они открыли загадку, которую еще предстояло разгадать. Анна спросила, как так много морских огурцов оказалось на берегу. «Мы пока не знаем», — признал офицер. «Редко увидеть их в таких количествах». Загадка углубилась. Полиция не имела объяснения массовому появлению,
Но расследование продолжалось. «Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал он. Теперь были привлечены морские специалисты, но понимание причин может занять время. Биологи вскоре прибыли на пляж в защитном снаряжении и аккуратно собирали морских огурцов. Зрители смотрели, как животных помещают в контейнеры и увозят. Их переселяют в более безопасную среду обитания, объяснил ведущий биолог. Анна почувствовала облегчение, зная, что профессионалы контролируют ситуацию. «Надеюсь, это предотвратит новые несчастья», — сказала она. Амон кивнул, благодарный, что опасность взята под контроль. Амон и другие пострадавшие постепенно полностью восстановились. «Вы хорошо выздоравливаете», — сказал доктор Амону на контроле. Анна испытала глубокое облегчение. Больница гудела новостями о выздоровлении, принося чувство закрытия после странного и болезненного происшествия. Пляж оставался закрытым до тех пор, пока власти не объявили его безопасным. Ограждения и знаки предупреждали людей, а спасатели патрулировали территорию. Анна и Амон согласились, что такие меры необходимы. «Лучше перестраховаться», — сказал Амон. Тем временем ученые и экологические активисты начали дальнейшие исследования внезапного появления морских огурцов. «Нужно понять, что это вызвало», — заметил один исследователь. СМИ освещали их усилия, информируя сообщество. Анна и Амон следили за каждым обновлением, стремясь понять полный масштаб произошедшего. В конце концов, они вместе вернулись на пляж. Песок был чист, море спокойно. «Хорошо вернуться», — сказала Анна, улыбаясь, ступая на берег. Они разложили полотенца и сидели молча, ценя покой. «За новое начало», — сказал Амон, поднимая бутылку с водой. Их дружба стала крепче после общего испытания. Они часто говорили об инциденте, черпая силы друг в друге. «Мы многое пережили», — заметил Амон. «И мы стали сильнее», — ответила Анна. Их связь стала символом стойкости и напоминанием о том, что поддержка и близость могут возникнуть даже из кризиса. Хотя пляж выглядел как прежде, воспоминание о том дне оставалось. Местные жители все еще обсуждали случившееся, обмениваясь историями и теориями. Анна и Амон стали знакомыми лицами в этих разговорах, тихими героями, которые столкнулись с неизвестным и выдержали. «Это то, чего мы никогда не забудем», — сказала Анна, глядя на волны. Пляж, когда-то место опасности, теперь стал свидетельством мужества, дружбы и исцеления.